Муж бросил жену на 8-м месяце беременности, а спустя 5 недель произошло то, что даже сложно представить. Изабелла думала, что у нее все было просто идеально. Красивый дом в отличном районе, любящий муж, с которым они недавно зачали первого ребенка. Этот год обещал стать для нее великим, полным любви, светлого будущего и всего самого замечательного. Она не была готова к неожиданностям, с которыми вскоре столкнулась. В течение долгих 3 лет Изабелла и ее муж пытались забеременеть, и, наконец, она получила фантастическую новость о том, что действительно забеременела. Последние 2 года они ремонтировали свой дом и, наконец, переехали, так что жизнь, казалось, развивалась в том направлении, о котором они мечтали. Пребывая на 7-м небе от счастья, Изабелла не была готова к тому ошеломляющему событию, которое ей предстояло услышать. Совершенно неожиданно муж сообщил ей, что уходит. Не колеблясь, он исчез из ее жизни. Словно очнувшись от ночного кошмара, Изабелла оказалась совсем одна, беременная и заваленная долгами. Внезапно оставшись без средств к существованию для будущего ребенка, о котором ей теперь придется заботиться одной, Изабелла почувствовала себя эмоционально разбитой и задумалась о том, что делать дальше. К счастью, с ней была ее подруга Анна, которая оказывала ей эмоциональную поддержку. Обдумывая тяжелую ситуацию подруги, у Анны возникла идея написать на местную радиостанцию и спросить, не могли бы они дать Изабелле шанс выступить в их передаче о благотворительности. Узнав об истории Изабеллы, радиостанция решила принять участие и помочь. Они обратились к местным предпринимателям с просьбой внести свой вклад и облегчить Изабелле выход из этой, казалось бы, катастрофической ситуации. Затем Изабеллу и Анну пригласили в студию в качестве гостей на шоу. По прибытии ведущая объявила, что у них есть специальный раздел с подарками, о котором Изабелла не знала. Ее подруга Анна была встречена радушно и представлена как та, кто сделал этот выпуск возможным. Слушатели были проинформированы о ее ситуации и о тех неприятных трудностях, с которыми Изабелла столкнулась во время беременности. Изабелле была предоставлена возможность рассказать свою историю, и во время беседы с радиоведущими она сказала им, что хуже всего во всем этом была полная неопределенность. Изабелла сказала: «Прошло около 5 недель с тех пор, как это случилось, но я до сих пор испытываю большое потрясение, потому что мы вместе планировали нашу жизнь, и ничего не предвещало такого поворота событий. Последние 2 года они ремонтировали свой дом и вкладывали в это все свои деньги, так что идея заключалась в том, что этот год должен был стать очень удачным для начала переезда, особенно учитывая, что скоро должен был родиться ребенок. Но теперь все эти планы рухнули. Ей действительно нужно было рассмотреть все варианты, чтобы понять, что она может сделать в этой ситуации. Изабелла сказала, что ей бы очень хотелось сохранить этот дом и растить там своего ребенка, но она не знает, как это будет возможно. Когда взволнованная Изабелла закончила свой рассказ, ведущая объявила, что они были бы рады, если бы она родила этого ребенка, и ей не пришлось бы беспокоиться о финансовой стороне. Она попросила Изабеллу повернуться и посмотреть на экран телевизора у нее за спиной. К изумлению Изабеллы, на экране появился ее дом, и они сказали, что хотят провести для нее экскурсию по дому. К полному удивлению Изабеллы, они вошли в парадную дверь, и Изабелле был представлен пылесос, спонсируемый онлайн-сервисом. Они решили поддерживать чистоту в доме в течение следующих 6 месяцев, чтобы Изабелле не приходилось беспокоиться об уборке. Продолжая осмотр дома, в котором Изабелла еще даже не начинала распаковывать свои вещи, они добираются до кухни
и открывают холодильник. К удивлению Изабеллы, холодильник был забит продуктами от компании, которая, к счастью, будет ежедневно поставлять свежие блюда в течение следующих 3 месяцев. Продолжая экскурсию, Изабелла была удивлена, увидев стол, заваленный детскими принадлежностями. На самом деле там были товары на сумму $5000, включая коляску, автокресло, пеленальный столик, радионяню и все остальное. Как будто этого было недостаточно. Спонсорская организация даже разыграла ваучер на $1000 для детской фотосъемки. К этому времени Изабелла совершенно потеряла дар речи и сидела с широкой улыбкой на лице, по которому текли слезы. У нее было ощущение, что с ее плеч свалился огромный груз. Решив, что на этом сюрпризы закончились, ведущая говорит, что они должны посмотреть, есть ли что-нибудь еще. Камера показывает духовку, на ручке которой висит кухонное полотенце. Ведущая в шутку комментирует, что у нее даже есть кухонное полотенце. С этими словами другой ведущий открывает дверцу духовки, и вот тут-то все в студии теряют самообладание. Прямо в центре духовки лежала аккуратно перевязанная пачка наличных. Изабелла чуть не упала со стула от изумления. Оказывается, местный учебный центр щедро пожертвовал $10 000 на ее ипотеку. Еще один стресс, от которого она избавлена. Отсутствие необходимости беспокоиться о том, есть ли крыша над головой у нее и ее ребенка. К этому времени Изабелла плачет, но, к счастью, это слезы счастья. В течение последних 5 недель она переживала из-за того, как будет справляться с этим, как молодая мать-одиночка. У нее не было средств содержать ни себя, ни своего новорожденного ребенка. Она и не подозревала, что ее жизнь так круто изменится. Сидя рядом со своей подругой Анной, которая выглядела такой же взволнованной, как и Изабелла, она чувствовала себя счастливой от того, что принимала в этом участие. Она взяла на себя инициативу и организовала это особое мероприятие, чтобы помочь сделать возможным то, что должно было стать счастливым временем в жизни ее подруги. С помощью радиостанции и местных предприятий Изабелла внезапно почувствовала воодушевление по поводу будущего. Переполненная эмоциями, с огромными слезами, катящимися по ее лицу, Изабелла всех поблагодарила. Это определенно не тот год, который она себе представляла или на который даже надеялась. Однако благодаря помощи и щедрости совершенно незнакомых людей у этой молодой будущей мамы впереди было новое и светлое будущее. Наконец-то она могла распаковать вещи и переставить мебель, чтобы обустроиться в своем доме и планировать жизнь со своим будущим ребенком. То, что кому-то кажется пустяком, может многое значить для того, кто в этом нуждается. Мы так много принимаем как должное, что забываем, что другие могли бы это оценить. В конце концов, немного человеческой доброты и щедрости могут сделать наш мир лучше. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.